У меня время от времени бывают свои софты, плюс я много на чем ездил в классе Soft Enduro. Ролик предназначен скорее для людей, у которых никогда не было эндуро техники. Когда вроде и хочется ездить по бездорожью, но нет понимания, с чего и как начать. На фоне рассказа поездка с другом на Канарские острова на 2 софтах. У нас был партнер, участвующий в организации поездки, немецкий производитель премиальных масел и смазочных материалов Равинол. О нем расскажу чуть позже. Глава 1. Сложности терминологии. По-хорошему нужно договориться о терминах Soft Enduro и Dual Sport, но есть проблема, это еще большая абстракция, чем у Тур-Эндуро, на которых я много путешествую. Например, и голый CRF 300L, и версию с обвесом ралли называют Soft Enduro. Голую Yamaha XT 660R называют Soft Enduro, а модификацию с обвесом XT 660Z уже Тур-Эндуро. Или, например, Voyage 300 Rally принято называть Soft Enduro, а Himalayan уже Тур-Эндуро. Сложно. В русском языке Soft Enduro явно намекает на противопоставление Hard Enduro, иногда имея в виду общую мягкость и мягкую подвеску. Однако 690, например, довольно жесткий. В английском языке такого термина нет, но есть Dual Sport, который часто переводят как Soft Enduro. Но Dual Sport немного иначе воспринимают на Западе. Помимо того, что в эту категорию часто записывают вообще все адвенчеры, чаще имеют в виду спортивный мотоцикл двойного назначения, подходящий для дорог общего пользования. Причем двойное назначение довольно условное. Например, КТМ линейку EXC-F называет Dual Sport, хотя это обычный Hard Enduro, просто с номером, зеркалами, поворотниками и маленькими юридическими отличиями. По большому счету в Dual Sport можно записать как всю линейку Soft Enduro, так и любой четырехтактный Hard с поворотниками. Давайте условимся, что под Dual Sport я буду иметь в виду такие мотоциклы на 350-500 кубов. И сам класс Tour Enduro — это изначально Dual Sport большего объема. Учитывая, что именно на таких мотоциклах раньше выигрывали Дакар, это в прямом смысле мотоциклы двойного назначения. Если же уйти в середину прошлого века, ту же самую задачу выполняли скрэмблеры, но вряд ли скрэмблер 1200 под 230 килограммов кто-то запишет в Dual Sport. При всей сложности в 90-х термин Dual Sport и Soft Enduro более-менее закрепился для класса байков типа TTR 250, Джебеля и Бахи. Несмотря на то, что это иконы Soft Enduro, я о них говорить особо не буду. Во-первых, им уже по 30 лет, и 15 предыдущих владельцев на них ездили не только попить клубничный раф. Большинство таких мотоциклов в продаже под капитальный ремонт и имеют смысл для любителей ковыряться в гараже с прямыми руками. Я вообще сколько не брал эндуро мотоциклов старше 10 лет на пробу, они все на коленях, технически до нормы их довести дороже, чем они стоят. Если есть бюджет на что-то свежее, не связывайтесь. Во-вторых, старые японские эндурчики ведь тоже разные, они все сейчас воспринимаются как прогулочные байки, но по факту там есть более спортивные модели с частым регламентом обслуживания, а есть типичные туристические байки. Давайте поговорим о том, чем отличаются одни от других. Глава 2. Мифы о регламенте обслуживания. Со старыми японскими эндуро сложность в том, что многие из них пытаются сидеть на 2 стульях. Вроде и для спорта не подходят, и для туризма спорные, потому что требуют избыточного внимания. Такое же лукавство при сравнении с современными софтами. На бумаге у них та же самая мощность, что у стариков, но если выкинуть экологию, она раза в 1,5 выше будет при том же туристическом регламенте обслуживания. И наоборот, если попробовать чисто теоретически старый мотор в современные эко-нормы загнать, мощность под плинтус упадет. В этом основная сложность того, о чем я буду дальше рассказывать. В голове вам придется держать разные требования к экологичности в разные годы. Я все к чему. Раньше и харды были не сильно-то харды, и некоторые софты не особо софты. У старых эндуро смотришь, вроде байк всего на 4 силы мощнее средней по больнице у софтов, но внезапно там нужно в 10 раз чаще масло менять. Сейчас не так. Современные спортивные и гражданские мотоциклы принципиально разошлись, абсолютно разные моторы, рамы и подвески. И харды теперь более хардкорные, мощные, и софты не требуют частого обслуживания, не шумят, не коптят и комфортные. Собственно, сейчас на софтах ровно те же двигатели, что и на обычных дорожниках. Довольно точно можно определять интервал обслуживания мотора по объему масла на объем цилиндра. Нужно понимать, что это не единственный показатель, просто он сходу виден в спецификациях. Можно даже на примере показать.
Есть софт Yamaha VR250R и Hard VR250F. У них и по объему, и по геометрии цилиндра двигатели совпадают, оба с жидкостным охлаждением. И да, я для краткости буду говорить hard, имея в виду любой спортивный эндуро, это не совсем верно, просто так будет короче. Так вот, если мы сравним модели последних поколений, у F для замены с фильтром требуется 750 мл масла, у R при той же замене с фильтром 1400 мл. Yamaha для версии F рекомендует менять масло в 2,5 раза чаще, проверять зазоры в 10 раз чаще и так далее. Это при обычной эксплуатации, для спортивного использования другие интервалы. Причем это еще и не очень релевантный пример, потому что на харде Yamaha интервалы в 2 раза длиннее, а их софт наиболее близок к хардам из японцев. У Honda для замены требуется еще больше масла и в 2 раза больший сервисный интервал, чем у софта от Yamaha. Обычно при сравнении софта и харда интервалы отличаются в 10-20 раз. Современные спортивные и гражданские двигатели в принципе довольно сильно отличаются, особенно если сравнивать моторы эпох Евро-4 и Евро-5. Кстати, переход производителей софт-эндуро на 300 кубов – это один из способов вписаться в новые эконормы. При увеличении объема на регламентных тестах можно добиться работы мотора на меньших оборотах с меньшими выбросами. Тот же трюк делали и с большими двигателями типа перехода Африки на 1100 кубов. У спортивных мотоциклов одна из главных задач – экстремально снизить вес, а также повысить мощность в нужном диапазоне оборотов. В кроссе мощность вытягивают на высоких оборотах, в эндуро делают бодрее середину. Делается форсирование и облегчение в конечном итоге путем снижения ресурса двигателя. Я объем масла просто как иллюстрацию привожу. Можно в пример привести какие-нибудь бессальниковые цепи или куш-драйв, он же демпфер. Практически во всех гражданских мотоциклах где-нибудь от 450 кубов, в том числе софтах, этот привод есть. Если меняли цепь, за задней звездой есть металлическая емкость с резиновыми блоками. Это оно и есть. Смысл в чем? Эти резинки смягчают ударные воздействия при резком ускорении и торможении. В спортивных эндуро даже в 450-х или 500-кубовых всегда используют прямой привод. Так можно убрать весь блок куш-хаб, снизив неподрессоренную массу, и убрать паразитные потери крутящего момента. Харды более резкие. Минус прямого привода в избыточной нагрузке на металлические компоненты, что снижает срок жизни трансмиссии. К малокубатурным мотоциклам это не относится, там нет таких нагрузок. На мощных софтах куш-драйв есть, на хардах даже максимально мощных нет. И все спортивные эндуро из таких нюансов состоят, вам придется выбирать или ресурс, или спорт. Или даже банальная частота осмотра мотоцикла. Например, из-за того, что спортивные аппараты больше вибрируют и жестче по подвеске, они больше склонны к откручиванию болтов, чем мягкие софты. Но это лирика, вернемся к маслу как к маркеру. Чем больше масла при том же объеме цилиндра, тем по большему контуру оно протекает, лучше охлаждается и медленнее деградирует. Масло выполняет и моющие задачи, препятствует налипанию частиц на деталях двигателя, поэтому чем больше масла при том же объеме цилиндра, тем медленнее загрязняется масло и двигатель. Если один грязный носок постирать в емкости с литром воды, а второй носок в емкости с 2 литрами воды, очевидно, что 2 литра воды будут чище. Плюс деградация масла – это не конкретная граница, а плавный процесс. Чем раньше масло деградирует, тем раньше мотор начинает хуже смазываться, хуже охлаждаться и хуже очищаться. Мотор закоксовывается, залегают кольца, на клапанах появляется нагар, из-за чего они перестают корректно работать, что ведет к еще более ускоренной деградации. Если в пенсионерском режиме на пожилом масле мотор туда-сюда работает, то в тяжелой эксплуатации трущиеся пары двигателя портятся очень быстро. Тяжелые условия – это не обязательно гонка. Завязли в грязи, буксуете, попали на сложный подъем – вот вам и тяжелые условия. Катаетесь по пыльной дороге, часть пыли через любой воздушный фильтр все равно подсасывается и загрязняет мотор. Тоже тяжелые условия, а вы можете хоть на круиз-контроле ехать. Более того, чем больше вы катаетесь на отработанном масле и с отложениями, тем хуже становится состояние двигателя. Чем хуже состояние двигателя, тем чаще требуется замена масла. Еще один фактор долговечности масла – степень сжатия. На спортивных эндуро она всегда выше, чем на софтах. Высокая степень сжатия позволяет добиться увеличения мощности, однако чем выше степень сжатия, тем выше нагрузка на детали двигателя, больше нагрев воздушно-топливной смеси и, соответственно, мотора и масла. Если мы возьмем за основу правила Ван Гофа или уравнения Арениуса и интерпретируем срок службы масла как определенное количество химических реакций, становится понятным, в чем проблема форсированных моторов.
Можно возразить, что у старых софтов степень сжатия ниже, чем у современных, однако интервал замены масла у современных длиннее. Основная причина в системе охлаждения. Большинство старых софтов до 2000 года с воздушным охлаждением, с редкими исключениями, в основном у Kawasaki. Это эффективно с точки зрения веса и цены, потому что при жидкостном охлаждении к мотору прибавляется радиатор, охлаждающая жидкость, шланги, помпа и вентилятор, однако на воздушнике масло деградирует быстрее. В воздушнике температура масла постоянно меняется в зависимости от нагрузки, скорости, погоды, количества грязи на ребрах и присутствует потенциальный риск перегрева и детонации. Причем, если спортбайки никогда не стоят и всегда получают много воздуха и можно прикрутить огромный вентилятор, то эндуро, наоборот, часто работают при высокой нагрузке на низкой скорости с недостаточным потоком воздуха. Способность воздушного мотора к охлаждению физически ограничена. Максимум можно масло гонять по удлиненному контуру через отдельный радиатор, тогда мотор называется с воздушным масляным охлаждением. Это промежуточный этап, который все еще имеет недостатки воздушника. Раньше у байков была совсем уж низкая степень сжатия не потому, что делали на века, в отличие от современных злых маркетологов, а потому что воздушники плохо подходят для высокой степени сжатия. Если возьмете любую модель, которую обновили с воздушника на жидкостное охлаждение, первым делом инженеры увеличивают степень сжатия. В моторе с жидкостным охлаждением температура масла во время работы находится в узком температурном режиме. Более того, если мы говорим о современных софтах, у них еще и дополнительный вентилятор есть. Плюс охлаждающую жидкость можно направлять по тонким каналам внутри мотора в теплонагруженные места, в то время как воздушный мотор охлаждается частично. Из-за чего в двигателе с воздушным охлаждением при максимальной нагрузке будут более горячие места, чем в жидкостном. В моторах с жидкостным охлаждением температура значительно стабильнее. Современный гражданский мотор крайне трудно перегреть. Это сразу влияет на пачку нюансов. Например, зная, что мотор никогда не будет горячее определенной температуры и будет работать в узком тепловом диапазоне и с равномерным расширением всех деталей, можно не оставлять гигантские зазоры, съедающие КБД, требуется реже регулировать клапаны. Более того, с воздушным мотором мы подразумеваем и наличие карбюратора. В такой связке невозможно сделать воздушно-топливную смесь всегда идеальной. В конечном итоге она всегда более богатая, чем в аналогичном моторе с инжектором, что приводит к ускоренному появлению нагара на деталях мотора. Плюс воздушникам нужно больше времени, чтобы достичь рабочей температуры. Они всегда охлаждаются на свой максимум, а в жидкостном моторе антифриз до выхода на рабочую температуру ходит по малому контуру, не заходя в радиатор и не включая вентилятор. В случае с воздушником долгая работа на неоптимальной температуре тоже приводит к тому, что часть топливно-воздушной смеси при низкой температуре не может сгореть, увеличивая отложения в моторе и на свечах. Менять свечи и регулировать клапаны на воздушном моторе нужно чаще. Собственно, из-за того, что карбюратор невозможно заставить работать так, чтобы он не оставлял большое количество несгоревшей смеси, под современные эко-нормы четырехтактные моторы с карбом и не выпускают. В жидкостном двигателе масло быстро выходит на определенную температуру и вязкость находится в очень контролируемом значении, оптимально смазывая детали. Так как температура масла в воздушном моторе постоянно меняется, меняется и вязкость. Более густое масло создает больше трения, более жидкое масло не создает достаточной пленки между парами трения. На воздушнике невозможно добиться такого же качества смазывания деталей. С жидкостным охлаждением можно делать поршни легче и тоньше. На воздушниках сами поршни с длинной юбкой. С одной стороны, чтобы увеличить площадь теплообмена с более холодной стенкой цилиндра. С другой стороны, чтобы поршень самовыравнивался в цилиндре из-за увеличенных зазоров. В итоге на воздушниках поршни тяжелее, что увеличивает вибрации и нагрузка на другие элементы двигателя и всего мотоцикла. Еще есть динамический нюанс. Если взять воздушник и жидкостник одинаковой мощности, по факту воздушник всегда более заторможенный. Тяжелым поршням нужно потратить больше энергии для раскручивания, поэтому они медленнее набирают обороты и более инертные, хуже реагируют на ручку газа. Попутно тяжелые поршни не могут достичь высоких оборотов. Даже если посмотреть современные спортивные эндуро мотоциклы, которые не обязаны соответствовать эко-нормам, они все с жидкостным охлаждением и инжектором. И даже двухтактники пытаются переводить на инжектор, потому что это тупо эффективнее. Я ездил на воздушных софтах. Неторопливо ехать в туристическом формате можно, но в качестве тренировочного мотоцикла несерьезно. Да, за небольшие деньги имеет место быть, когда выбор между очень старым и новым самым дешевым китайцем, но не более. Естественно, лучше 30-летний японский софт, чем 30-летний КТМ. Я с этим и не спорю, но таким вопросом задаются далеко не все.
Еще один фактор долговечности мотора – обороты. Спортивные двигатели, особенно настроенные ближе к кроссу, эффективно работают в более высоком диапазоне оборотов на низах пустоваты. Во-первых, высокооборотистые моторы при прочих равных более теплонагружены. Во-вторых, чем больше обороты, тем больше трение деталей, тем больше износ. Большинство софтов более низкооборотистые, чем спортивные четырехтактные мотоциклы. Я случайно прорекламировал Африку Твин. Чем уникальна Африка? У нее самая низкая степень сжатия в классе, самый длинноходный мотор в классе, что обычно синоним слабой теплонагруженности, один из самых низкооборотистых двигателей с самым большим объемом масла на свой объем. При этом желейная подвеска убирает ударные воздействия на рамовый мотор. По объективным причинам в Африке Твин масло деградирует раза в 2 медленнее, чем в моторах конкурентов. Хотя Honda осторожничает и предлагает менять масло чаще, чем в вечно перефорсированных мотоциклах КТМ. Зато благодаря КТМ больше мотоциклистов узнает строение двигателя, что такое распредвалы, рокеры и помпы. Так вот, я сам раньше думал, что для срока замены масла важнее условия эксплуатации, но на своем опыте убеждаюсь, что на гражданских моторах рекомендуемые интервалы ТО не просто так в 10 раз больше. И регламент даже у эндуро техники рассчитан вовсе не для гоночного режима. У многих производителей указано, что менять масло нужно вообще после каждой гонки или в 4 раза чаще по моточасам, чем при стандартной эксплуатации. При использовании в одних и тех же трейловых условиях в похожем ритме на харде и на софте с длинным регламентом, когда проверяешь масло, видно, что на харде оно однозначно быстрее портится. С другой стороны, для хард-эндуро большой объем масла и не нужен. Под большой объем масла нужен объемный и тяжелый блок двигателя с более высоким центром масс, а в спорте борьба за каждый грамм. Гонку масло все равно проживет, а больше и не нужно. Еще небольшой объем масла быстрее прогревается до рабочей температуры, двигатель раньше готов к пиковым спортивным нагрузкам. Есть интересное исключение – настоящие раллийные байки, у которых всегда больший объем масла и размер радиатора, чем у версий под короткие гонки. Попробуйте сами поразмышлять, чем производители не устраивают стандартные эндуро-моторы, что им приходится разрабатывать отдельный двигатель чисто для своей команды, если не считать лимитированные продажи по 80 штук в год. Глава 3. Кто же такой этот ваш софт-эндуро? Давайте условимся, что современный софт-эндуро – это внешний внедорожный мотоцикл с интервалом замены масла около 10 тысяч километров, с колесами 21-18, подвеской в районе 250 мм и весом заметно меньшим, чем у турендуро. Для 250-400 кубов адекватный вес современных софт-эндуро в районе 130-140 кг. Для 650 кубов вес в районе 160-170 кг. Для версий с высоким стеклом и увеличенным баком можно килограммов 15 накинуть. Для меня главное предназначение софт-эндуро – это внедорожные путешествия или регулярные долгие покатушки. Можно выделить два класса – 250-400-кубовые мотоциклы и 600-й класс. Я перечислил только более-менее современные. В 90-х и в начале 2000-х их было много. Большинство даже вышеназванных байков перестали современнивать после перехода на Евро-4 и Евро-5 и вовсе крохи остались. Считать ли актуальными модели, которые все еще выпускаются для рынков США и Австралии и которые физически сложно где-либо купить, спорно. Есть еще миллион китайских мотоциклов визуально в этом же классе. Честно, ни на одном из них не ездил. Присмотрелся к самым продаваемым маркам в России, там замена масла каждые 500 тысяч километров, явно не на спортивных моделях с багажниками. Я ничего против не имею, но это все же не софты в моем понимании мотоциклов для туризма. Глава 4. Маслице. Фишка софт-эндуро – это очень дешевый мотоцикл с редким обслуживанием, который идеально подходит чисто для внедорожных путешествий как мотоцикл номер 2. Закинуть сверху 40 килограммов барахла и поехать в дальняк по тропам – это оптимальная сфера применения для такого класса. Насчет мотоцикла под тренировки или небольших поездок я расскажу в следующей главе, а пока речь вот о чем. По маслам сколько людей, столько точек зрения. Кто-то ищет принципиально самое дорогое масло, кто-то берет самое дешевое масло в требуемом стандарте, кто-то принципиально игнорирует масла с приставкой «мото». У меня скорее смешанный подход. Для кубатурных дорожников, честно говоря, я не настолько заморачиваюсь, но что касается софтов для эндуро-туризма, я считаю вот как. Основная масса софтов на руках у людей – это малокубатурники, которые даже по трассам едут в нагруженном режиме на высоких оборотах под красной зоной. Много пыли, много езды в натяг в горы и так далее.
По факту почти все софты используются большую часть времени в тяжелых условиях, и чтобы безболезненно хватало одной замены масла на все путешествие, важно качественное масло. Тут есть диссонанс: мотоцикл дешевый, а масло должно быть премиальным. В интернете мало лабораторных исследований именно мотомасел, не по всем можно найти независимый анализ, но если посоотносить имеющиеся данные, можно заметить, что масла-то разные в очевидных параметрах. Современные масла — это базовое масло или смесь масел и большой набор присадок сверху, и чудес тут нет. Чем лучше пакет присадок, тем дольше он сохраняется в масле, не испаряясь при высоких температурах, не образуя лаковую пленку на металле и так далее. Это как с мотоциклами. Не бывает дешевых байков с магниевыми колесами, крутой подвеской и моноблочными тормозами. И не бывает дешевого масла высокого уровня. В моем софте залит равинол. К слову, покупал за собственные деньги, просто на Амазоне, меня об этом никто не просил. Честно говоря, Никита, с которым мы путешествуем, и у которого вообще вся техника на равиноле, несколько лет меня наускивал. На немецких форумах данные анализов есть по некоторым мотомаслам, включая равинол. Не по любой вязкости, но есть в том числе отработки. При желании можно сравнить, чем отличаются премиальные масла от среднебюджетных. Я сравнил равинол с маслом, которым раньше пользовался, по анализам разница есть. Фишка в том, что у равинол специализация на автоспорте и тяжелой эксплуатации. Лучше об этом расскажет Никита, он вышел из автоспорта, и опыта ковыряния с моторами уж явно поболее моего. Тут нужно понимать, что сначала был переход на масло равинол, а уже потом знакомство с топами, организовавшими поездку. Очень много лет назад, прям совсем давно, это был, наверное, год 2000-й, я еще в рейдах тогда гонялся на машине. И у нас появился технический спонсор у команды. Компания, по-моему, называлась «Спектроль», если я не ошибаюсь, и владел ей человек по имени Миша Брыкин, который решил нам вот какую проблему. Дело в том, что в рейдах довольно много гонок, где ты едешь долго и быстро по песку на пониженной передаче. Но при этом быстро, не на первой скорости в грязи ковыряешься, а вот прям вот лупишь. По пляжу, например, колеса довольно сильно тонут. Тем более это с резиной было не как сейчас, когда выбор огромный есть. Тогда все ездили на Мишленах ZL, и как бы он, в общем, не очень хорошо по песку держится. Резина узковата для песка, ну, в общем, такая сложная. Короче, дорога машин греться начинала. И грелась она не в смысле, что перегревалась, а в смысле, что температура масла начинала ползти, и рабочая температура становилась где-то 125-130 градусов. И обычное масло начинало расслаиваться. Вот этот Миша Брыкин обещал нам замешать масло для команды и утверждал, что оно расслаиваться не будет. И действительно замешал такое масло, и действительно работало, вот самое удивительное. То есть оно не расслаивалось, моторы жили, и как бы с этим все было в порядке. И я пошел к нему, собственно, на производство, и производство выглядело очень смешно. Буквально это была тетка такая с палкой, бочка с базовым маслом, и туда насыпала пакет присадок. И Миша рассказал мне, какие он присадки сыпят, что-то там посоветовал. Ну, через некоторое время они перестали быть техническим спонсором, потом я гоняться перестал, но мне что-то в душу это все запало. А главное, что тогда была проблема, все-таки года были давние, очень много было фальсификата, огромное просто количество. Я многие-многие годы масло себе мешал сам. То есть я покупал базовое масло, покупал пакеты присадок и, значит, все это дело замешивал. Собственно, вся моя техника на ней ездила всегда. И мотоциклы, и машины, и снегоходы, и там квадроциклы. Ну вот все, что у меня было, всегда было вот на этом самодельном масле. Есть несколько проблем. Во-первых, что, собственно говоря, сыпать, естественно, я сам не знаю. Это я брал у кого-то, кто-то мне там что-то говорил, когда и как сыпать, и я, соответственно, это повторял. Получалось не идеальное масло, а то масло, которое мне кто-то посоветовал. Это первая проблема. Вторая, что все-таки пакеты присадок для масла – это история не любительская. Она история профессиональная. Поэтому купить себе там 200 грамм присадки – это не выйдет. Присадки получалось покупать в огромных количествах. Эти количества совершенно были нафиг не нужны. Валялась эта присадка годами, потом что-то портилось, что-то терялось, покупалось опять. Ну, в общем, это страшный был геморрой. И так довольно долго продолжалось, пока в один прекрасный день я, собственно, случайно не наткнулся на равинол. И я сначала там одно попробовал, потом другое попробовал, потом пару раз на лабораторный анализ отдал. И понял, что, в общем, на самом деле все, что я делал вот эти многие годы, лет 15, оно было абсолютно бессмысленно, или 20. По большому счету, равинол все это закрывает. Да, это, конечно, премиальное масло, оно, конечно, дороже, с одной стороны. А с другой стороны, ну, честно, ну, вот расходы на масло, как на таковое, ну, они не такие большие. Риск положить себе какой-нибудь мотор где-нибудь там в поездке, да, и остаться посередине пустыни с неработающим двигателем, ну, честно, более существенен, чем лишние, там, я не знаю, 20 евро, которые тратятся на это самое масло. Ну и еще очень важное обстоятельство – это то, что есть линейка целая у равинола, потому что понятно, что можно одно купить у одного, другое у другого, третьего у третьего, но вот оно надо. Тут зашел,
на сайт, и тут все есть. Более того, у них есть калькулятор такой очень удобный, потому что на разные мотоциклы нужно на самом деле разное масло. Ну, понятно, что вот на Street Fighter, на Multistrada масло нужно одно и то же, это очевидно. Но, например, на какой-нибудь Tenero 660-ю, да, на нее масло нужно другое, чем нужно на тот же самый Street Fighter масло. И там, соответственно, можешь набрать любой свой мотоцикл, причем даже китайцы есть, и подобрать себе нужное масло. Плюс у них есть, ну, реально вся линейка, которую мы используем. Есть там очиститель цепи, который значительно важнее, на самом деле, смазки. Есть смазки цепи, есть все виды масла, которые нужны. Есть замечательная совершенно тормозная жидкость самого высокого класса, которая вообще не кипит и не темнеет, и не гигроскопичная. Ну, вернее, как? Она, конечно, как все жидкости гигроскопичная, но просто в масштабах одной от другой она значительно менее гигроскопичная. Есть химия, чтобы, например, мыть технику. Причем есть как вот такой так называемая сухая химчистка, то есть когда ты можешь побрызгать на тряпочку и тряпочкой протереть. Так есть такие вещи, которые, в общем, всегда нужны для домашнего кёшера. Это там и пена вот эта вот активная, и шампунь, который для второй фазы нужен, и этот самый воск, которым можно полить для того, чтобы стекало потом все, что на мотоцикл налипает хорошо. Ну, то есть, грубо говоря, они закрывают, собственно, всю линейку. Это действительно очень удобно. Ну и плюс удобная упаковка, хорошо закрыта, не протекает. Они достаточно дорогая упаковка, и, в общем, шансов, что подделают, мало. Ну да, здесь у нас в Испании меньше проблем, потому что ты напрямую просто заказываешь с сайта производителя, и все. Но вот для людей, которые живут в местах, где, ну, скажем так, бывает фальсификат, чем круче упаковка, и чем больше она защищена от подделок, тем больше шансов все-таки купить нормальное масло, а не кривое. Вот такая вот история. Глава 5. Может, ну его? Лучше все же Dual Sport? Хотя фактически большинство четырехтактных эндуро с номерами подходит в эту категорию, принято считать True Dual Sport'ами что-то вроде Honda CRF 450L и KTM 500 EXE-F. Большеобъемники зарекомендовали себя лучше с точки зрения обслуживания, потому что работают большую часть времени без сильной нагрузки. Это байки с регламентной заменой масла раз в 1000 километров, иногда 2000. Хотя у американцев очень популярны дуал-спорты для путешествий, и многие растягивают замену масла на 3000 километров, ровно как на старых японских софтах. KTM 500 и XF вообще кругосветку ездил, пусть и с 2 капиталками по пути и заменой масла каждые 2-3 тысячи километров, но все же такие мотоциклы с трудом можно назвать оптимальными для дальников. 350 и XF KTM тоже официально называет Dual Sport. На нем еще больше людей соревнуются, хотя на серьезных хард-эндуро и мероприятиях доминируют двухтактники. Еще заметным отличием от софт-эндуро, которые я раньше перечислял, такие дуал-спорты заметно менее комфортны. Даже закрыв глаза на обслуживание, на этих мотоциклах в прогулочном режиме ездить тяжело. Там нет такой плавности и комфорта, как на софтах. И True Enduro адски вибрирует, даже сравнить не с чем, если вы не ездили на спортивной технике. В рамках спортивного или тренировочного использования это нормально, почти у всех так. Но вот несколько часов ехать по трассе на таком мотоцикле мало кто хочет. Это заметная проблема для тех, кто пересел на 500 EXE-F с гражданского мотоцикла, а не с какого-нибудь двухтактника. Когда жил в Подмосковье, покатушки по ближайшим плоским лесочкам быстро приедались, и чтобы покатать где-то на карьере, ну или просто разнообразить маршруты, надо было ехать далеко. В итоге у меня никогда поездки меньше 100 километров не получались, часто и 200 километров с большим пробегом по трассе. А если считать по моточасам, это что, каждые 2 выезда масло менять? Как-то перебор для любительского использования, в итоге я в таких условиях склонялся к мотоциклам с большим интервалом. Ну, либо идти по пути катания байка в прицепе, но это всегда затягивает процесс и в итоге реже хочется ездить. Переехав в Испанию, я думал в том же духе, однако до ближайшего каньона с полянкой и горками, где можно тренироваться, мне ехать 1,5 километра или 3 минуты, до ближайшей кроссовой трассы 10 минут. И в пределах 15 минут от дома начинается целая пачка эндурных троп. И это не скучные грунтовки по лесам, как были у меня на районе в Подмосковье, а техничные одноколейные тропы по камням и скалам, к которым интересно регулярно возвращаться. Конечно, иногда я езжу и по долгим туристическим маршрутам типа ТЭТ, но подавляющее большинство выездов это 1,5 часа и километров 30-35, после чего меня можно выжимать. По факту я в Испании значительно чаще езжу по эндуро маршрутам, самые классные скальники и так в Испании, а если захочу в условную Сахару поехать, я все равно в прицеп или минивэн кину мотоцикл, а не буду по магистрали шашку жечь. Даже на софте довольно уныло своим ходом по трассе ехать, по которой неоднократно ездил. Еще в путешествиях на эндуро есть проблема с экипировкой. Когда активно едешь, хочется ехать в легком продуваемом эндуро экипе, а по трассе нужно что-то более теплое, непродуваемое. Приходится брать лишнее барахло. Плюс кроссовый шлем прекрасен на бездорожье, но в дождь на магистрали ехать в нем не хочется.
В общем, все индивидуально, зависит не только от хотелок, но даже от места. В одном месте я для себя выберу софт, в другом Dual Sport, в третьем двухтактную 300. Трезво обдумайте этот момент перед покупкой, и, возможно, оптимальнее будет полноценный эндуро. Глава 6. А для чего тебе эндуро? Бездорожье — это немного абстрактная штука. Кто-то пытается градации делать, но это все равно субъективно. Достаточно опытный эндурист большое количество сложных маршрутов спокойно проедет на тяжелом тур-эндуро, а новичок на эндуро будет барахтаться в первой же луже. И главное, это быстро меняется. Без нормального внедорожного опыта какая-то размытая грунтовка в поле воспринимается как вершина бездорожья. Частая история: после барахтания в грязи на тур-эндуро человек решает купить легкий софт. И изначальное желание купить эндуро вот для таких дорог с мыслью, что те, кто взбирается по крутым склонам, самоубийцы. В реальности через пару недель обучения с тренером вы можете заскакивать в горки, которые раньше ужасали, и начнете избегать размытых грунтовок по полям, потому что это скучно, только зря мотоцикл и одежду отмывать. Начнете видеть вокруг тропы, которые раньше не считали дорогами, и искать интересные маршруты по формам. С эндуро есть контринтуитивная штука. Если хотите быстро научиться ездить на тур-эндуро, надо начинать с эндуро. Если хотите быстро научиться ездить в эндуро, начинайте с кросс. Сейчас есть мнение, что правильная карьера эндуро-спортсмена вообще начинается с триала. Начиная с более легкого класса, за то же время научитесь большему. Кто хорошо умеет ездить по бездорожью и тренировался на тур-эндуро, по пальцам пересчитайте, и скорее всего происходил не такой быстрый прогресс, как если бы. В чем главный смысл иметь эндуро-мотоцикл, если вы не собираетесь участвовать в соревнованиях? На бездорожье очень важен накат. Не условные километры и даже не конкретный мотоцикл, а набор ситуаций. Например, если на первых крутых склонах у всех чувство страха, потом склоны никакого трепета не вызывают и уже отработана методика проезда. На тяжелом тур-эндуро просто делаешь поправку на вес, подвеску и резину, да спокойно проезжаешь с первого раза. Ты уже это все делал, просто на другом мотоцикле, это детали. Да, у тяжелых байков есть свои нюансы, но в большинстве ситуаций то же самое, пока мотоцикл не уронишь, что с опытом происходит редко. Ситуаций тысячи. Взять банальный подъем в гору. Как мотоцикл себя ведет на разных углах, с разными покрытиями, с разным давлением в шинах, с разными ступеньками, камнями, корнями и так далее. По сути, любая горка — это набор мелких элементов, которые тренируются отдельно, и мозг их выстраивает в цепочку действий на автомате. Нужна банальная насмотренность, накатанность, тогда заранее читаешь траектории, предсказываешь поведение, заранее выбираешь комфортную траекторию и спокойно проезжаешь ходом. Эндуро, во-первых, легкий, поэтому на базовых упражнениях риск упасть на порядке ниже. И даже если мотоцикл упал, поднял и дальше поехал, это не событие. Во-вторых, безопаснее, если придавит легкий эндурчик, а не слон. В-третьих, эндуро уронил и поднял, а тяжелые тур-эндуро пытаются себя сломать. На эндуро обшивка, как правило, в разы дешевле, и на все популярные модели есть недорогие график-киты. Берешь расцарапанный мотоцикл, меняешь старые наклейки на новые и продаешь. С тур-эндуро сложнее по ремонту, плюс расцарапанный тур-эндуро стоит дешевле, потому что на рынке полно предложений от людей, которые никогда с асфальта не съезжали. Эффективное обучение – это исправление ошибок. На эндуро цена ошибки во всех смыслах значительно ниже, чем на тур-эндуро. Когда уже есть навыки и не нужно бороться с мотоциклами, вот тут кайф тур-эндуро. Еще мое мнение, что бездорожные 3-5-дневные туры по красивым местам – это не совсем про тренировки. Многим людям нравится в организованные туры ездить, это нормальный способ туризма, но с точки зрения обучения есть минус. Во-первых, если тур на арендованном мотоцикле, никто идеально подстраивать эргономику и подвеску под каждого человека не будет, и точно чувствовать чужой мотоцикл сложно. Я больше скажу. Большинство арендных эндуро-мотоциклов падали, поэтому у них там погнуто, сям погнуто. Ехать можно, но эргономика не идеальная. Вот, например, с какой педалькой я как-то арендовал 690, поэтому приходилось ставить ногу как-то так, либо ехать на пятки и только сидя. Там уже металл трещиной пошел, с высокой вероятностью педаль бы сломалась при выгибании, поэтому оставили так. Но и тормоза явно не обслуживались, даже на рыхлом покрытии, если пяткой педаль прожать, колесо не блокировалось. Это, конечно, крайний случай, но сильно надежд не стройте. Когда со своим мотоциклом получше, особенно если это тренировочный лагерь, но в рамках путешествия спецучастки кое-как проезжаешь и дальше едешь спокойно. Если оставить только сложные участки, их раз-два и обчелся.
Я не против существования самих туров. Многим нравится группой путешествовать или кто-то не знает, с чего начать путешествовать. В турах можно поднабраться опыта у матерых путешественников. Все нормально, если вы это воспринимаете как отдых или тусовку, но это нерационально с точки зрения тренировки. Если посчитаете, сколько стоит съездить в тур, включая затраты на гостиницы, билеты, аренду мотоцикла или доставку своего, окажется, что за эти деньги можно несколько месяцев в кроссовую школу ходить, где тренер будет концентрироваться на вас и подстраивать тренировки под ваш уровень, а не размазывать упражнения под райдеров разного уровня. А еще, когда едешь в какой-то трек, первый раз едешь аккуратно, постоянно сверяясь с картой, на всякий случай притормаживая, если что-то вне поля зрения. Я первый раз просто не спеша изучаю трек, подмечая места, где можно аккуратно ехать, а где можно побыстрее. Постоянно смотрю в навигатор, второй раз потихоньку прикатываюсь. И только на третий-четвертый раз еду по треку свободно, и это уже можно назвать тренировкой, если местность просматривается. В путешествиях по незнакомым местам особой тренировки нет, всегда едешь слишком аккуратно и медленно. Проехал кое-как и проехал. Но и в путешествиях, честно говоря, обвешан грузом с неоптимальной развесовкой, на хвосте баул болтается, который мешает в оттяжке ехать, плюс вечно уставший едешь. Я уважаю экспедиции, это интересно, они закаляют, но не думаю, что они особо эффективны в качестве наработки эндуро навыков, только первое время. Гораздо приятнее в экспедицию поехать уже с багажом домашних тренировок и наслаждаться путешествием. Многие не понимают, в чем прикол кроссовых трасс – катать по одному и тому же кругу, но фишка как раз в том, что в одном месте собрана самая мякотка и можно без боязни она открываться, как в дикой природе не поедешь. Во-первых, не очень многим и везет с рельефом. Обычно недостаточно крутых подъемов-спусков, я уж не говорю про столы и разрывные трамплины в дикой природе. Во-вторых, даже если взять горные регионы, трамплины в горах обычно не просматриваются далеко, снизу не видно за подъемом навстречу, едет ли велосипедист, есть ли там плоскость или обрыв, поэтому подурить тоже не получается. Кому-то везет и недалеко есть просматриваемый классный карьер, заменяющий кроссовую трассу, но это редко бывает. Просто не нужно замыкаться только на трассе или карьере, чередуя тренировки с исследованием туристических троп в горах-лесах. Комбинирование разного на долгие годы сохраняет интерес. Глава 7. С понедельника начинаю тренировки. Если вы понимаете, что вам нужен мотоцикл для обучения, он не должен быть туристическим и уж точно универсальным. Есть понятное желание впихнуть все в один мотоцикл, но это обычно значит, что выбранный байк будет делать все плохо. Распространенная ошибка – это пытаться взять мотоцикл на каждый день и чтобы типа иногда на нем кататься по грунту. Во-первых, без стекла, с правильной задранной высотой седла и типичной подвеской софт-эндуро не особо удобно по городу ездить, но терпимо. Полноценная шашка на асфальте долго не живет, в дождь и холод на асфальте опасная, на трассе шумная и вибрастая. Плюс детали, в которые нужно углубляться. Например, аэродинамика у софтов с высоким крылом штука прям на любителя. Еще бывает себя уговаривают тем, что будут ездить каждый день на асфальтовой резине, а на выходных переобуваться в шашку, либо менять комплект колес. На пару раз хватит, но регулярно этим заниматься, а потом еще тренироваться, звучит как уговоры мамки купить компьютер для учебы. Мое мнение, для эффективных тренировок должен быть отдельный мотоцикл, всегда заточенный на бездорожье, и это не тур-эндуро. Без всего лишнего, без кофров, стекла, багажников, с правильной резиной, чисто спортивный инвентарь. Я ни разу в жизни на китайском эндуро не сидел, но если денег нет, наверное, лучше уж пусть будет отдельный китаец для тренировок, чем универсальный байк на туристической резине. И постарайтесь выстроить режим так, чтобы тренироваться довольно часто. Тренироваться раз в неделю или реже немного не то. Успеваешь от мотоцикла отвыкнуть, потом опять нужно прикатываться. Я если пару недель не по эндуре, потом первый выезд бестолковый. Наибольший прогресс идет, когда занимаешься несколько раз в неделю. Тело и мышцы привыкают к правильной эргономике и нагрузкам, горки перестают быть страшными и не выпадаешь из состояния потока. Путем проб и ошибок я для себя выработал следующий режим. Просыпаюсь рано утром, выпиваю стакан чая и катаюсь 1,5-2 часа вместо зарядки. Приезжаю свежим, душ, завтрак и весь день свободен. Конечно, у меня еще и климат такой, что если рано утром ездить, можно продлить сезон. Выпадают только июль и август. Если днем или вечером выезжать, еще пара месяцев выпадает. Если начинаю с завтрака и других дел, потом уже лениво ехать. У кого график работы с утра, можно тренироваться по вечерам. Приехал с работы, переоделся и сразу едешь кататься.
Главное не пытаться передохнуть, перекусить и так далее. Мне всегда после передышки становилось лень, и никуда я уже вечером не ехал. Еще планы, что типа раз в неделю будешь весь день тренироваться, не особо работают. Если нормально тренироваться, а не ленивые покатушки устраивать, через пару часов выдыхаешься и дальше уже не то. И толку мало, и тренировка в мучение превращается. Многие, кто по такой формуле пытаются ездить, в итоге пару раз в сезон выезжают. Плюс на выходных много чего интересного можно поделать, не ограничивая личную жизнь только эндуро. Моя формула: лучше понемногу, но часто, чем редко, но подолгу. Совсем каждый день не стоит, чтобы не выгорать, раза 3 в неделю самое то. Конечно, иногда бывает и 5 раз в неделю, а иногда 0. Но я этим занимаюсь не для спорта, а просто ради эндорфинчиков. С той же целью стараюсь каждую неделю в горы пешком ходить. Если заметили, я даже никогда не снимаю поездки и езжу без камеры. Нужно не забывать, что это для удовольствия, почему я и рекомендую смешанный подход. В обучении эндуро есть типичная проблема. Первый месяц, 2-3 чувствуется сильный прогресс с диким восторгом, но чем дальше занимаешься, тем медленнее идет прогресс. Если изначальная мотивация была в том, чтобы стать самым-самым, и это превратилось в работу, легко выгореть. День за днем делаешь одно и то же, без ощущения хоть каких-то изменений, и уже такого восторга нет. Нужно иметь какую-то более внятную мотивацию, например, общение с единомышленниками, красивые места исследовать и так далее. Попробуйте не загонять себя в угол завышенных ожиданий. Не удивляйтесь, почему блогерам не надоедает, это другое. Для мотоблогеров постоянное желание учиться – это профессиональное развитие и бесконечная попытка достичь мастерства придуманного образа. У обычного человека такой сильной мотивации нет. Если говорить про эндуро как спорт, это штучная история. Во-первых, если вы смотрите этот канал и решили заняться эндуро, вы уже опоздали, вам в большом спорте ловить нечего. Есть вопросы, каких успехов вы можете добиться, начав заниматься эндуро в 30. Помимо физики, с возрастом мозг начинает лучше оценивать риски, поэтому чисто психологически тяжелее заниматься экстремальным спортом. Во-вторых, эндуро – это так себе рецепт успеха. Я больше чем уверен, что 99,9% зрителей понятия не имеют, кто все эти победители. А это люди, которые всю жизнь отдали кроссу и эндуро. Да, единицы типа Джарвиса знаменитые и умудряются катать до старости, а остальные отходят от спорта раньше без узнаваемости. Со спонсорами у среднего спортсмена в эндуро тоже не густо, потому что медийность слабая. Вся мякотка только у топов. И то есть нюансы. Мне на днях приятель Джарвиса рассказывал, что Грэм уже некоторое время в долгах, хотя куда уж медийнее. После 30 средним гонщикам в спорте ловить нечего, контрактов нет, семью нужно содержать и давай до свидания. Кстати, если вы думаете, что научитесь хорошо катать и будете звездой Ютуба, плохие новости. На Ютубе десятки тысяч каналов чуваков с крутыми эндуро навыками, у которых на роликах по 1000 просмотров. Ошибка выжившего. Если задумываетесь о карьере, лучше инвестируйте в мозги. У мозга карьера в несколько раз дольше, чем у ног, мозгами заработать проще, а еще что контринтуитивно. По статистике, ученые живут дольше спортсменов. Даже без учета серьезных травм, которых у эндуро-гонщиков Пукет, и эти травмы с возрастом о себе напомнят. После серьезного падения доктор не перечеркнет карьеру ученого фразой «Если не хотите остаться инвалидом, вам больше нельзя думать». В 50 лет ученый не скажет «Был бы я помоложе, я бы здесь как поразмышлял». Глава 8. Софт, хард или кросс? Я по умолчанию говорю о случаях, когда у вас нет друзей-эндуристов, потому что если такие друзья уже есть, берите тот класс, в котором ездят друзья, да катайтесь вместе. Ездить на софте или даже на эндуро 500, когда друзья катаются на двухтактных хардах, не получится. Если друзья ездят на софтах в экспедиции, вы со своим хардом не к месту. Тренироваться на кроссовом байке на кроссовой трассе с тренером, на мой взгляд, незаслуженно обделенный вниманием вариант для новичков, потому что специализированных эндуро-стадионов в мире сильно меньше и тренеров сильно меньше. Эндуро-школы есть, но если копнуть чуть глубже, большинство предлагают просто веселые покатушки по лесу, проведение корпоративов и так далее. Кроссовые школы возле больших городов всегда есть, и они по умолчанию предлагают тренировки, а не покатушки. Если живете недалеко от кроссовой трассы или можете позволить себе хранить мотоцикл в клубе, это отличный вариант. Либо если живете в центре Москвы, то есть все равно тренировки только на выходных, тоже норм.
Вообще, если совсем нет бездорожного опыта, вне зависимости от того, сколько раз в режиме беговела вы проезжали грязные лужи, то есть чувствуете, что у вас не поставлены эргономика и базовые упражнения, цельтесь на занятия с тренером. Хороший тренер поставит базу сильно быстрее, чем вы будете колупаться в одиночку или с друзьями-новичками. Даже если катаетесь с более опытными эндуристами, тоже не показатель. Хороший эндурист не обязательно хороший учитель. Тренер не только знает, куда смотреть, но и умеет правильно объяснить, как исправить. И на кроссовой трассе, как я уже говорил, плюс как раз в повторяемости. Вы можете бесконечно оттачивать одни и те же элементы, на трассах они грамотно подобраны, тренер может лучше смотреть на выполнение упражнений. Звучит скучно, на самом деле для того, чтобы быстро научиться основам, это лучший вариант. А потом сможете сами по горам-лесам ездить, когда есть база. Согласен, что кросс не все могут вытянуть по деньгам, да и может надоесть, и хочется что-то сразу на вырост более универсальное, либо хард, либо софт. Логически рассуждая, хочется купить софт-эндуро, правда же? Софты, кроме КТМ 690, дешевле европейских или японских спортивных эндуро. Их не нужно так часто обслуживать, на них можно путешествовать и так далее. Однако, если финансы позволяют и есть задор, больше советую все же серьезные эндуро под тренировки. Во-первых, харды прочнее софтов. Там и рама другая, и пластик гибкий, и подвеска толще и жестче, не говоря уже про прочность рулей и прочего. Довольно быстро почувствуете жгучее желание кидать мотоцикл с горочки. Харды это безболезненно переживают, софты всегда риск. Во-вторых, у серьезных эндуро спортивная подвеска. Даже если дешевая, она хотя бы оптимальной жесткости. Я сколько японских софтов не пробовал, там везде сопли. Понятно, что и сами подвески дешевые, но все японские софт-эндуро выпускаются еще по старой концепции прогулочных или сельских мотоциклов. Они комфортны в экспедиционном режиме, когда 1000 километров по гравийке или разбитой дороге едешь не спеша, но подвеска совершенно не годится для четкого контроля и управления на асфальте и в режиме тренировки. После проезда кочки любой японский софт начинает раскачивать. Если серия волны или после кочки поворот, у вас нет контроля, я уже не говорю про прыжки, после которых подвеску пробивает. Большинство в России целится на БУ байки типа бестселлеров CRF 250L или VR 250R. Чтобы подвеску дотянуть до тренировочного уровня, когда на этом байке появится управляемость, нужно закинуть около 1000 евро. Где-то можно частичный тюнинг сделать дешевле, но в случае CRF нужно все менять. Понятно, что смельчаков, которые готовы вкинуть треть стоимости мотоцикла немного, так это еще и верхушка айсберга. Даже с заменой подвески вы довольно быстро поймете предел возможностей мотоцикла в качестве тренировочного, но при продаже байка этот тюнинг не отобьете. Соответственно, будет внутреннее понимание, что мотоцикл мешает развиваться дальше, но потерять вложенные деньги жалко. Любимая всеми ошибка невозвратных затрат будет заставлять уговаривать себя и продолжать мучиться. Это даже не считая затрат на прошитые мозги, замену глушителя, руль, рычаги и так далее. Вы эти вложения не вернете. В-третьих, харды легче софтов. Много элементов, которые на софте новичок не сможет освоить из-за веса. В-четвертых, у типичных софтов 250-300 кубов не хватает момента для довольно базовых техник. Крайне сложно в любом месте, в каком захочется заставить малокубатурный софт, задрать колесо, сделать пробуксовку и так далее. Это не так часто прям нужно, в путешествии подавляющее большинство мест можно спокойно проехать и так, но при обучении полезно. И даже если вы не тренируете какие-то отдельные навыки, по обычной грунтовке на мощном эндуре вы балуетесь, частенько подметая колесом или чуть поднимая переднее. Вроде просто едете, но по фану подлавливая колеса. Это в подкорку идет и на фоне тренирует навыки управления скользящим мотоциклом. Из-за таких нюансов за одно и то же время на харде больше навыков получите, чем на софте. Плюс практически у всех софт-эндуро эргономика и развесовка с нюансами, с которыми сложно что-то сделать. Они будут мешать баланс тренировать. С развесовкой вот какая история. У правильных хардов не просто вес распределен вверху, внизу или по осям. Он весь скомпонован по центру вокруг вертикальной оси подножек, поэтому гонщик буквально силой мысли меняет баланс мотоцикла. У софтов такого добиться сложно просто из-за кучи навесного, включая тяжелую банку, увеличенный бак и так далее. Или, например, на харде седло как струна до самого руля. Если посмотреть на японские софты, особенно на KLX или CRF, видно, почему они самые низкие по седлу, но при этом эргономика не очень подходит для тренировок. У КТМ 690 седло практически эндурное, однако там другая особенность. В эндуро придерживаешь мотоцикл в стойке в основном ботами и икрами. Часто на раме даже шершавые накладки с завода.
а у 690 слева бот трет по гладкой узкой накладке глушителя, а с правой стороны пустота, потому что рама утоплена внутри. В рамках путешествия оно как бы и ладно, как и седло другое, в путешествиях экстрима никто не просит, но тренировать навыки и рефлексы это мешает. У всех софтов есть мелочи, которые немного мешают новичкам. Тренироваться можно на любом софте, просто это не так эффективно, как сразу на спортивной технике. И, как я говорил, вы довольно быстро упретесь в предел возможностей малокубатурных софтов. Плюс только в том, что японские софты дешевые и ликвидные, поэтому можно побаловаться, понять, хотите вы дальше развиваться и купить полноценный эндуро, либо все это не для вас. Если удастся найти недорогой современный японский софт с тюнинговой подвеской, берите, это хороший вариант для новичка. На год точно хватит, а в цене на вторичке эти мотоциклы практически не падают. Все, ролик начинается. Глава 9. Сравнение софт-эндуро. Предположим, что со спортивными эндуро не убедил, и вы все еще хотите софт-эндуро под более широкие задачи. Давайте кратенько расскажу о популярных свежих софтах. Софт-эндуро – это мотоциклы-конструкторы, многие детали нет смысла сравнивать. Все равно, какой в стоке бак, на все популярные софты есть увеличенные баки, которые не так уж дорого стоят. Исключение Voyage 300 Rally, под который увеличенного бака не нашел. Эргономику полностью обсасывать особого смысла нет. На любой софт миллион рулей, проставок, лапок, стекол и прочего. Даже то, что я говорил про эргономику вогнутых сидений KLX и CRF, на них есть высокие сиденья. Кстати, сиденья у всех софтов довольно жесткие. Да, есть совсем кошмар, типа как на DRZ, но это все перешивается, не проблема. Подвеска у всех японских софтов, как я уже сказал, в стоке очень мягкая для комфорта по разбитым дорогам и не более. Я ни один байк не могу выделить. Где-то есть регулировки, но не то чтобы сильно меняют картину. Да и честно говоря, я многие эндуро-мотоциклы со стоковой подвеской даже не пробовал. Владельцы японцев в Европе очень часто подвеску меняют. Например, я знаю нескольких владельцев CRF 250L и CRF 300L, но при этом у всех подвеска заменена. Чисто под экспедиционный неторопливый формат можно обойтись малой кровью, пружины поменять и хватит. Ну и давайте расскажу про 690, он же Haska 701 и GazGaz 700, это одно и то же. Вкратце, это лучший софт-эндуро, если не смотреть на цену. Бывают какие-то малосерийные байки с более интересными параметрами, но, честно говоря, большого смысла не вижу лезть в экзотику ради призрачных плюсов. Да, 690 тяжелее 300, и это заметно, но в отличие от остальных 600, это можно простить ради остальных достоинств. Мощности выше крыши прямо из коробки и адекватная подвеска в стоке. Она не прям топ, но несравнимо лучше остальных стоковых софтов с точки зрения контроля и управляемости. Хотя если вы взращены японскими мотоциклами, будете удивлены, что на 690 нельзя просто сесть и с комфортом ехать по грейдеру или дороге с ямами. Он всю душу вытрясет. Подвеска на разных поколениях разная, но мне и то, и другое нравится. Тормоза, опять же, лучшие в классе. Фишка КТМ 690 в том, что его можно эксплуатировать как есть. Да, можно купить японца, серьезно затюнинговать, а потом осознать, что при продаже никто не готов все это компенсировать. И по факту можно было бы сразу купить 690 за те же деньги. Я, кстати, не очень понимаю и тотального тюнинга 690 с надстраиванием башни и так далее. Эндурить все это барахло только мешает, дребезжит, падать жалко и вес увеличивает. 690 со всем ралли-китом весит как условный Туарек. И все равно же, если по чесноку, со всем тюнингом 690 не дотягивает до уровня нормального турендуро. И эта башня не то чтобы аэродинамику в корне меняет. Для бытовой эксплуатации все равно вокруг маски холодным воздухом дует и под козырек порывы ветра. Это не туринговое стекло в любом случае. Это вкусовщина, но мне больше нравятся максимально голые софт-эндуро, терпеть не могу раллийные версии. Увеличенного бака это не касается, для экспедиции можно взять. Для меня КТМ 690 это компромисс между турендуро и эндуро. Можно сказать, что по комфорту не тянет на турендуро и сильно тяжелее эндуро. А можно сказать, что комфортнее эндуро, не требует частого обслуживания и внедорожнее любого турендуро. На мой взгляд, ключом к пониманию мотоцикла является экипировка. Если ваша экипировка в путешествии это кроссовые шлемы и боты, брейсы и панцирь и резина-шашка, вам как раз нужен 690, а не турендуро. 690 будет в такой эксплуатации гораздо лучше, чем Tenere, Touareg или 890 Adventure R. А если одежда туристическая и универсальная резина, скорее всего, нужен турендуро.
И самый кошмар 690 с центральным кофром или боковыми алюминиевыми кофрами. Вы точно пытаетесь компенсировать отсутствие внедорожных навыков весом байка. Для меня разница тур-эндуро и софт-эндуро в том, что софт-эндуро – это мотоцикл номер 2 для бездорожных покатушек или бездорожных путешествий, а тур-эндуро – это универсальный мотоцикл, хороший в городе и в асфальтовых путешествиях, который неплох на умеренном бездорожье. Именно поэтому я столько внимания в обзорах уделяю комфорту и поведению тур-эндуро на асфальте. Если оно все не имеет значения, 690 гораздо приятнее любого тур-эндуро на бездорожье. Грубо говоря, если бы я выбирал себе единственный мотоцикл, я бы взял Туарега, Тигра и так далее. А если есть возможность иметь минимум 2 мотоцикла, я бы однозначно вторым мотоциклом хотел KTM 690. Мотоцикл ни в коем случае идеалом не назову. Он грубый, зачем-то не низовой, а серединный мотор. По работе электроники есть вопросы. Для новичков он и высоковат, и немного тяжеловат. Для зеленых невысоких новичков я бы все-таки рекомендовал CRF 300L. Он и эргономически лучше для невысокого роста, самый низкий в классе, и седло мягенькое, и вибраций нет, и послушный, и легче, и мотор эластичный. Однако у CRF подвеска, вероятно, худшая из всех софтов, сразу нужно менять на другую, со стандартной чему-то научиться сложно. Но и стоит помнить, что CRF слабый, на нем можно учиться только до некоторого предела. У CRF тяги почти никогда не хватает. В принципе-то в вилле его поставить можно, но не тогда, когда это нужно. Как чисто экспедиционный байк, CRF классный, особенно для невысоких людей. Я лично знаю достаточно обеспеченного испанца, который продал новый 690 и купил CRF 300L, поменял подвеску и доволен как слон. Кроме мощности, ее всем будет не хватать. Многие посматривают на VR 250R и на бумаге звучит неплохо, немного легче и заметно мощнее, чем CRF 250L. Однако чудес не бывает, с 250 кубов на гражданском мотоцикле можно снять столько мощности только если внизу пусто. Если CRF, Vouch 300 и по слухам KLX 300 с довольно приятными низами, то VR нужно немного больше крутить, это серединный мотор. Идеального варианта нет, везде компромисс. Да и это довольно условно, все японцы перешиваются и тюнингуются. Я вот VR поснимать недавно брал, он само собой с тюнингом и с низами там уже вполне неплохо. Кстати, подвеска на VR тоже была переделана. Это на тему того, что не бывает дешевых эндуро-мотоциклов с хорошей универсальной подвеской. Хотя на VR изначально подвеска гораздо лучше. Если сравнивать VR с CRF, Yamaha в общих ощущениях ближе к мотоциклу для тренировок. Я бы его точно порекомендовал для высоких людей, либо с эндуро опытом. А CRF лучше подходит для людей с низким ростом и новичков на бездорожье. Помимо самой низкой высоты по седлу, у CRF более низовой стабильный мотор, и для совсем медленной езды с постоянными остановками через каждые 2 метра он дружелюбнее. На VR нужно чуть больше уметь ездить, меньше останавливаться и держать обороты в определенном диапазоне, тогда он будет очень приятно ехать. Честно говоря, если бы я знал, насколько слаб CRF, я бы поднатужился и 690 купил. Обычно такого выбора нет, эти мотоциклы по цене в 2 с лишним раза отличаются, это чисто академическое сравнение. Почему я изначально ошибался в CRF? Потому что предполагал, что будет по динамике плюс-минус как DRZ 400, который у меня когда-то был. Но вот нет, DRZ сильно отличается. Он как раз где-то между 250-ками и 690, но при этом по весу как 250-ки. Если DRZ в хорошем состоянии, он на разгоне уже пытается задрать колесо, CRF так не может. Минус в том, что у DRZ на 130 вибрации надоедают. Он из малокубатурных японцев самый вибронагруженный, при этом у него 5 передач, поэтому комфортная крейсерская скорость у него такая же, как у 250-ок. Подвеску на DRZ, как и на всех, надо дорабатывать, да и с мотором можно поиграться. Если готовы вкидывать деньги в тюнинг софта и не воспринимаете не японские мотоциклы, за основу возьмите DRZ. Из него может получиться идеальный экспедиционный мотоцикл. Не для всех. У эски подвеска с ходами почти по 300 мм, что, на мой взгляд, перебор для софта. Ее применить негде, только лишняя болтанка. Соответственно, и клиренс 300 мм, и высота по седлу гигантская. В итоге он не очень удобный для невысоких. Как он есть в стоке и в том состоянии, в котором вы сможете его найти сейчас, это будет унылый, не рулящийся мотоцикл, очень мало свежих предложений. Если 10-летний большой мотоцикл по состоянию может быть как после обкатки, эндуро-байки чаще всего в печальном состоянии.
У других 650 типа DR650 такого эффекта, как с КТМ 690, нет. Они не настолько мощнее малокубатурников по ощущениям, потому что вся разница скрадывается весом. 43 силы на 166 килограммов, при том, что мы говорим про воздушник с длинноходным мотором, это немного. Это инертный двигатель, который точно никуда не подрывает, в мощности не особо выиграете. С одной стороны, ДРЗ значительно легче, и с живучестью мотора вопросов нет. Как комплекс свойств, ДРЗ удачнее, на мой взгляд. С другой стороны, можно найти относительно свежий и не очень дорогой DR650 из Америки, который весьма себе в роли экспедиционника. Это ни в коем случае не конкурент КТМ 690, но у старых 690 букет болячек, а свежие в 2-3 раза дороже Сузуки. У DR650 плюс еще в том, что он изначально задуман как что-то ближе к тур-эндуро, сам мотоцикл существенно ниже, чем ДРЗ или 690. Это в разы удобнее для среднего роста. DR650, на мой взгляд, лучший вот в таком бюджетном 600-м классе среди 10-летних байков, банально килограммов на 30 легче Ямахи и Кавасаки. С недавних пор появился Voyage 300 Rally. Китаец, но мне умеренно нравится. Точнее, нравится концепция дешевого готового мотоцикла для умеренно внедорожных путешествий. Защита, бак побольше, подвеска жестче, чем у японцев, и, соответственно, уже неплохо едет на асфальте. Плюс ремонт дешевый. Короче, чтобы купить и ездить без серьезных вложений. Однако в Европе большого смысла в нем не вижу, потому что по ценнику он не так уж принципиально отличается от CRF 300L. Да, CRF голый, но для такого класса высокое стекло, дуги безопасности и багажник точно не всем нужны. Мне вот вообще не сдались даже для путешествий. А вот в России другая картина. CRF ровно в 2 раза дороже Voyage, и в таком соотношении я за Voyage. С удивлением узнал, что это одна из самых продаваемых моделей линейки Voyage в России. Честно говоря, это звучит так, как будто народ берет мотоцикл на каждый день. 100-й раз повторю, я категорически против софт-эндуро как единственного мотоцикла, это байк номер 2, который стоит в гараже на шашке и не отсвечивает. У меня к Voyage 300 Rally было 2 подхода. Сначала на тест-драйв взял, и мотоцикл мне весьма понравился, потому что не расхляпанный. Потом брал на неделю. И вот здесь проявилось, что не смог адекватно под себя настроить Voyage и увидел слишком много странных решений. Например, у ралли гигантский ход ручки газа. Это нормально на 200-сильном байке, но не на 300-кубовой чехотке, где тяги никогда не хватает. На Voyage неудобно ручку до упора выкручивать, нужно перехватывать. Для настройки угла лапки КПП нужно откручивать весь кронштейн подножки. Но это не имеет смысла. Полноценный эндуро-бот под лапку нормально не лезет, только сбоку. Лапка КПП не сворачиваемая, я не могу вспомнить ни одного софта с таким решением. С ручкой до упора с моим обычным грузом он просто болтается в диапазоне 110-120 км в час, но это ладно. На такой скорости инжекторный Voyage поглощает топливо ведрами. Я по нескольким заправкам считал, это от 6 до 7,5 литров на 100 км. На магистрали лампа загорается примерно через 120 км после заправки. Когда загорается лампа резерва, запаса хватает километров на 40 в лучшем случае, если не сбавить скорость. Подвеска худо-бедно держит мотоцикл, если ехать совсем без груза. Видно, что это крайне дешевая простая подвеска, но она неплохо сбалансирована и хотя бы чуть жестче, чем у японских софтов, поэтому на асфальте ехать лучше. Да и на грунте без груза терпимо, учитывая гуманные ценники. Как только чем-нибудь слегка пригружаешь байк, все, начинает болтать. Ветром может задувать под крыло, и байк пытается улететь и раскачивается после порывов. Ехать долго по трассе при порывистом ветре неприятно. Между пластиковыми панелями под хвостом Voyage щели как раз в том месте, куда накидывает грязь из-под колеса. Когда вскрывал, мотоцикл всего 1000 километров пробежал, причем явно только по асфальту, под седлом уже довольно грязно. Помимо забрызганной проводки, в фильтр-боксе через 1000 километров пыльно и грязные капли. Можно же было хотя бы отверстие фильтр-бокса закрыть префильтром, если знаете, что пластик в кривь в кость. Рычаги тормоза сцепления и формы странные, и без регулировок, и без насечек, по которым они отламываются. Но это мелочи. Из крайне негативного — тормоза. Их просто не хватает и крайне плохая модуляция. Тормозам нет доверия совсем. Я даже ездил к дилеру попробовать другой экземпляр. Не, они все такие. Однако байк я считаю неплохим хотя бы потому, что мотор работает на удивление ровно и стабильно. Да, это копия мотора Kawasaki KLX 300, но я оригинал не видел, сравнить ощущения не могу.
И в кои-то веки у китайцев адекватный вес, учитывая, что на 300 ралли куча ненужного понавешенного типа защитных дуг. Мотоцикл за свои деньги в России нормальный, просто нужно руки приложить. Мне самому интересно, что можно в нем исправить, а что нельзя. К сожалению, эти мотоциклы в основном покупают новички, которые просто не знают, как должно быть, поэтому обречены страдать, хотя ту же ручку газа можно самому переделать в гараже, и это будет иное восприятие динамики. Возвращаясь к сравнению дешевых софтов и КТМ 690. Если весь бюджет 12 тысяч евро, я все-таки рекомендую взять не КТМ и пытаться что-то универсальное из него лепить, а скутер для города и либо дешевый софт, либо БУ Хард чисто под тренировки и внедорожные поездки. Если же вы понимаете, что за 12 тысяч евро получите мотоцикл только одного класса, берите КТМ 690, он лучший. Все нравятся такие масштабные обзоры. Поддержите меня на Бусти, Патреоне, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.